Люди думают, что 15 тысяч – это огромное количество денег. Бабахнули их, и все, возврата нет. У тебя кассовый разрыв, ты ничего покупать не можешь, сидишь как старуха над разбитым корытом. Я сразу говорю, что вот, смотрите, вот ваш товар, и я готов его закупить на $1500 прямо сейчас. Вот это подкупает. Я тебе сейчас раскрою очень большой секрет мой, да. То есть я стремлюсь выбрать те листинги, на которых отсутствуют вообще FBA-продавцы. И когда я туда попадаю, я мгновенно становлюсь байбокс просто потому, что я FBA. Я сейчас не хочу никого обидеть или задеть. Прекрасные люди, которые занимаются PL, но для новичков, с моей точки зрения, это смерть, это могила просто. В лучшие периоды у меня было 18 листингов, но не настолько продавались хорошо, что у меня был оборот там 95 тысяч месячный. Сразу скажу, что процент успеха это 1%. То есть из 100 поставщиков один соглашается с тобой работать. Ну, в среднем, скажем так. Все ломает спешка. Все хотят сегодня начать, завтра получить прибыль. Привет, меня зовут Кузьменков Олег, это Seller Assistant Talks. Я основатель Seller Assistant App, это лучший инструмент для онлайн-арбитража и опта на Amazon. Сегодня мы поговорим о том, как из онлайн-арбитража перейти в опт. Если вам интересна эта тема, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и оставляйте комментарий. Автора самого интересного комментария ждет бонус, но об этом в конце видео. Сегодня у нас в гостях Игорь Каратеев, опытнейший продавец на Amazon, который торгует на Amazon с 2016 года. Он прошел путь от дропшиппинга через онлайн-арбитраж до опта. Сейчас у него оборот более $3 миллионов в год и маржинальность около 15%. Привет, Игорь. Рад, что ты пришел. Привет, Олег. Приятно у тебя быть в передаче. Класс. Расскажи, пожалуйста, всех интересует тема, что дальше после онлайн-арбитража. Как вырасти из онлайн-арбитража в опт? И я знаю, что у тебя есть ответ. Да, наверное. Ну, ответ, скорее всего, субъективный, но тем не менее. Вся вот эта наша сегодняшняя встреча, эта тема выросла из такого момента. Я очень, почему не знаю, сам переживаю за тех людей, которые только начинают работать на Амазоне. И если раньше как бы безальтернативным вариантом был дропшиппинг, то сейчас, благодаря усилиям Амазона, эта тема практически закрыта. Хотя в дальнейшем я скажу, что пару моментов по этому поводу. И когда я вижу, что человек, который первый раз пришел в группу какую-то в Фейсбуке, посвященную Амазону, и говорит: ребята, найдите мне тренера по private label. У меня прям мозг взрывается. Я не понимаю вообще, откуда это идет и почему это так популярно. Я сейчас не хочу никого обидеть или задеть. Прекрасные люди, которые занимаются PL, но для новичков, с моей точки зрения, это смерть, это могила просто. Потому что невозможно, как я уже старый человек, учился еще при Советском Союзе, учил философию еще ту, но, видимо, эта истина, она и характерна и для той философии, и вообще для жизни. Критерием этой истины является практика. То есть, начиная с ПЛ, вы тут же нарушаете всю диалектику, просто ее рушите, потому что вы пытаетесь теоретически вычислить, в данном случае, товар, какой вы будете продавать. Это практически нереально. Вы можете это только на практике проверить. И поскольку минимум 15-20 тысяч стоит вот эта ваша ошибка одна, то вы очень подумайте, делать ли вторую такую же, начиная работать с другим товаром. У нас есть еще одно видео на канале про цену входа и цену ошибки. И поэтому на основе собственного опыта и опыта всех тех людей, которых я регулярно читаю, с которыми регулярно общаюсь, самый оптимальный путь – это обычно у новичков нету денег. Это главная проблема. Поэтому так важен был дроп. Потому что там не нужно ничего покупать изначально было. Нужно было просто прикрепиться к листингу, и дальше уже ты тратил только в том случае, если у тебя что-то купили. К сожалению, сейчас практически такая возможность исчерпана, и поэтому следующим этапом после дропа является онлайн-арбитраж, на который я перешел. Я вот с 16 до 18 занимался дропом, очень успешно занимался. Несколько поставщиков у меня образовались крутых.
которые мне, вплоть до того, что привозили те товары, которых у них даже не было, то есть они специально под меня их покупали. И поскольку продажи были достаточно большие, то я договорился с этими поставщиками о том, что они будут посылать эти товары, которые я покупаю там или покупал на регулярной основе, посылать, отправлять на FBA, ну, то есть на склады Amazon. Понятно, что я начинал сразу с каких-то небольших объемов, вплоть до того, что 3-5 штук я отправлял на FBA. Для чего? А это в продолжение той темы о том, что критерием истины является практика. Для того, чтобы проверить, насколько хорошо тот или иной товар продается. Ты можешь найти листинг, там на листинге будет все прекрасно. 20 миллионов продаж в день, прекрасный БСР, отсутствие конкуренции, то есть, например, только FBM продавцы, а FBA вообще нету. Да? Завести товар, как у меня и случилось, который просто не станет продаваться. Он уйдет сразу в минус по цене, конкуренты забабают тебя своими предложениями, маржинальность у тебя упадет в ноль, если не в минус, и все. Но понятно, что если ты завозишь 3 товара, то, скажем, картина не такая уж понятная, да? А вот если ты завезешь 1, 2, 3, 10, 20, то из этих 20 наверняка ты найдешь 1, 2, 5, может быть, которых ты прекрасно себя будешь чувствовать, с которыми ты прекрасно себя будешь чувствовать. Они будут хорошо продаваться, большое количество продаж в течение месяца, тебя не будут мучить конкуренты, тебя не будут мучить возвратами покупателей, и в этом плане ты будешь уверен на практике уже в том, что тебе попался хороший товар. Вот это был второй этап моего развития как Amazon-продавца. Постепенно я нашел, там, условно говоря, в лучшие периоды у меня было 18 листингов, но не настолько продавались хорошо, что у меня был оборот там 95 тысяч месячный. И мне не нужно было больше. Я работал один, у меня только жена мне тоже помогала. Не было ни команды, ни ассистентов, никого, и я вполне справлялся. Ну и на каком-то этапе, года через 2 тоже, я пришел к выводу, что все-таки было бы совсем неплохо увеличить маржинальность. За счет чего это можно было сделать? Два пути совершенно очевидные. Либо мы увеличиваем цену, что мы не можем сделать по причине конкурентности, либо мы снижаем затраты, что гораздо интереснее. Каким образом можно было снизить затраты? Нужно было выйти на того поставщика, в данном случае владельца бренда или крупного дистрибьютора, у которых закупочные цены были бы ниже, чем те, по которым я покупаю сейчас. И вот это был первый шаг в сторону опт. Сразу хочу сказать, что опт это тоже достаточно, это, конечно, не private label, но достаточно сложная штука. И прежде всего, потому что ты начинаешь общаться с людьми, и ты должен их убедить в том, что ты хороший продавец, в том, что у тебя хорошая экспертиза, что у тебя прекрасные знания по продвижению товара. Ты порядочный человек, да, потому что ты соблюдаешь те нормы, которых тебя просит продавец, не опускаешь цену ниже, чем нужно было бы. И естественно, что найти такого поставщика и убедить его в том, что ты начинающий продавец, соблюдаешь вот все вот те критерии, которые я перечислил, достаточно сложно. И чем дальше это становится, тем все сложнее, потому что вот сейчас, например, Amazon требует, вы, наверное, все это знаете, разрешение от бренда, да, и там цепочку продаж. Понятно, что как бы я бы тоже не согласился раскрывать свои, там, скажем, по своих поставщиков и всю цепочку. Бренд он чаще всего отказывает вам в подобные услуги, не дает вот эту информацию. Но и разрешение от бренда тоже получить непросто, потому что часто у поставщика возникают масса вопросов по этому поводу. Ну, прежде всего, нужны деньги. Потому что минимальный входной билет – это 15 тысяч. И это так, ни о чем практически. Естественно, что нужна компания, зарегистрированная в Соединенных Штатах Америки. Все это можно сделать самому. Но будет чуть дольше, но зато чуть дешевле. И, то есть, разобраться довольно просто, если взяться за это. Другое дело, что никто не хочет ждать. И это, кстати, еще один момент, о котором я хотел бы сказать. Все ломает спешка. Все хотят сегодня начать, завтра получить прибыль. Я на собственном опыте убедился. И это, ну, не то чтобы невозможно, но вероятность такая очень невелика.
Поэтому нельзя спешить. Нужно открыть компанию. Нужно для начала как минимум выяснить, в каком штате лучше это сделать. Оптимальный вариант – это нанять CPA, то есть сертифицированного американского бухгалтера, потому что есть наши люди, которые этим занимаются, и их квалификация оставляет желать лучшего, скажу прямо. Очень важно, чтобы адрес контактного лица тоже находился в Америке. Паспорт может быть украинский или там белорусский или какой угодно, но проживать человек должен в Америке. Ну, в смысле, хотя бы иметь такой адрес американский, куда Amazon может прислать открыточку, а тебе потом вернут эту Мгм. открыточку с кодом, да? А скажи, пожалуйста, PO Box подойдет для этого дела? То есть Нет, не подойдет. нет, нет. Это, ну, то есть, вполне может пройти, но это первый шаг на пути в бездну. Мгм. Поэтому лучше избегать подобного рода экспериментов. Третий момент – это resale-сертификат. Тут тоже есть целый ряд тонкостей, потому что, например, ты зарегистрировал компанию в штате Нью-Йорк, у тебя есть поставщик в штате, там, условно говоря, Делавер, и у тебя есть склад или преп, который находится в штате Индиана. И возникает вопрос, сколько же тебе нужно сертификатов? Все зависит от поставщика. Я, например, считаю, ну, по крайней мере, я начинаю с того, что у меня есть сертификат один того штата, где находится преп, потому что туда именно я отправляю товар. И в результате, получив этот сертификат, в 80% случаев я не вступаю в конфликт с интересами поставщика. Он видит, куда идет товар, и, соответственно, получает на этот штат сертификат. Но бывают люди, которые говорят, нет, пожалуйста, раз твоя компания зарегистрирована в Нью-Йорке, вот оттуда мне, пожалуйста, в штате Нью-Йорк. И сертификат. А потом еще и тот, который на Индии. А еще бывают люди, которые говорят, подожди, мы же находимся в Делавере, поставщик, да что ты мне даешь сертификат? То есть не все американцы, я бы также сказал, так сказал, 50% американцев понимают до конца, каким образом все это происходит и что для этого нужно сделать. Именно поэтому я сказал о том, что нужен обязательно CPA. Это не дешевое удовольствие, но он даст свое экспертное заключение, и ты можешь предоставить это заключение своему поставщику, и тогда он будет пользоваться только тем сертификатом, который у тебя есть, например, штата Индиана, да? И не будет требовать от тебя других. В идеальном варианте было бы сделать таким образом. Тот человек, который предоставил вам адрес, вводится в состав учредителей компании, ему выписывается доверенность на право открытия счета, он идет там в банк и открывает тебе счет. Но тоже очень рискованно. Во-первых, нужен человек. То есть в моем случае это сын мой, то есть я полностью в нем уверен. А там кто угодно может быть. И даже самый твой хороший друг в итоге может тебя ограбить без проблем. Это первый, так сказать, подводный камень. Второй заключается в том, что банк может без всякого уведомления, без видимой причины, точно так же, как Amazon, закрыть тебе этот счет посредине твоей деятельности. И ты потом будешь годами судиться, выяснять, почему это произошло, и так и, так сказать, до истины не доберешься. Что остается? Остается либо Вайс, либо бизнес-пионер. Ну, либо просто пионер. На опыте могу вам сказать, что Вайс, все они мерзкие сволочи и свиньи, но пионер как бы лучше, чем Вайс, потому что Вайс вообще совершенно никак с вами не контактирует. Пионер можно позвонить в поддержку, объяснить, показать, рассказать. Есть русскоязычная поддержка, как ты знаешь, наверное. И там достаточно адекватные люди. Поэтому я выбирал пионер. Ну и когда я наработал достаточно большой опыт работая с пионером на физическое лицо открытое, да, я попытался зарегистрировать бизнес-пионер, то есть пионер на компанию. Тоже там есть какие-то шероховатости, подземные камни. Например, вот если ты хочешь выводить деньги на свой банковский аккаунт в Украине с пионера, да, с бизнес-пионера, то у тебя не получится, потому что тебе можно выводить эти деньги только на счет компании, той же самой, на которую зарегистрирован пионер. То есть эта компания находится у тебя в Америке. Каким образом нужно открывать счет на нее в приватбанке, никто не объясняет, но деньги не выводятся на свой личный счет. Поэтому я их вывожу волей-неволей, мне пришлось так делать на тот же Вайс. Понятно. Вот. Убедился я в том, что когда ты платишь картой Пионер на физическое лицо, и там написано Игорь Картеев, бывают поставщики, которые отказываются с тобой работать. Они не хотят рисковать, ну их можно понять. Другой момент, когда у тебя бизнес-карта, да, и там написано, моя компания там такая-то, да,
и ты платишь корпоративной карточкой. Это как бы поднимает тебя в глазах поставщика, и это способствует улучшению твоих отношений с ним. Поэтому из всех перечисленных вариантов я рекомендую открыть бизнес-пионер при всех трудностях там, и сложностях этого открытия на ту компанию, которая у тебя зарегистрирована в Соединенных Штатах. Американский номер телефона. Да. Значит, американский номер телефона. Я пользуюсь Google Fi. Есть такой тариф американский. Опять же, мне сын купил карточку, не одну, несколько, прислал их сюда. И стоит это $20 в месяц. Ну, не так уж часто я звоню там, чтобы превысить какие-то лимиты. Вот, и она нужна только для того, чтобы Amazon в случае необходимости видел, что у тебя американский тарифный пакет, американский номер. Я пользуюсь Mint Mobile. Если что, ссылка в описании будет реферальная. Если вы зарегистрируетесь, вероятно, вам какой-то бонус будет, а мне будет точно. Буржуй. Но можно пользоваться и задарма. Есть определенные неудобности, когда ты пользуешься задарма. В чем они заключаются? Номер стоит от 3 до 6 долларов в месяц. $3 – это в том случае, если ты сразу оплачиваешь за год. То есть $36 ты платишь, и у тебя есть номер телефона на год. Не всегда это удобно, потому что если ты регистрируешь что-то новое и рискуешь потерять этот аккаунт, то зачем тебе номер на год? Если ты платишь помесячно, то тогда ты платишь $6 в месяц. Но тут еще один есть нюанс. Тебе нужно обязательно, чтобы этот номер принимал смс, потому что именно смс посылает тебе Amazon. А смс ты имеешь право получать на номер только в том случае, если ты заплатил сразу за 3 месяца. То есть вот я сейчас регистрирую несколько аккаунтов, и я уже потерял $40, потому что я заплатил за 3 месяца, 3 на 6 – 18. Опс, этот аккаунт не зарегистрировался, номер уже не годится. Мне пришлось купить второй раз этот номер уже другой, опять же за $17 для того, чтобы принимать смс-ки. Вот. А те мне пришлось, ну, то есть они остаются, потому что закрыть их можно только после окончания оплачиваемого периода, то есть через 3 месяца. Ну, я уже оплатил, конечно, то есть неважно, но все равно, опять же, задарма может придраться, что ты вот использовал эти номера как временно и потом позакрывал. Хороший английский сотрудник, Да, переговорщик. значит, при открытии оптового аккаунта с поставщиком очень важно с ним подружиться. Речь идет же не о поставщике, а речь идет о представителе поставщика, да? То есть вот ты звонишь туда, говоришь, представляешься, рассказываешь всякие враки про то, какой ты опытный, какое у тебя агентство и какой у тебя магазин есть. И после этого тебе говорят: хорошо, вот вам представитель, торгового представителя тебе назначают, и ты с ним должен общаться. И очень важно, чрезвычайно важно завязать с ним человеческие отношения. Для чего это нужно, вполне понятно, да, потому что он может тебе сказать, что товар заканчивается, покупай, вот если ты хотел сегодня купить на 1500, покупай на 3, потому что больше его не будет. И он не обязан это делать, он будет это делать только в том случае, если ты ему будешь симпатичен. И таких моментов масса. И поэтому тебе нужно с ним беседовать о его кошках, о его семье, о том, куда он ездил отдыхать, что он там делал, чем он там занимался. Рассказывать ему о войне в Украине, какой ты бедный, несчастный, как тебе тяжело трудиться и как ты ему благодарен за то, что он с тобой работает. Сделать это без знания языка достаточно приличного очень сложно. Ну, поэтому, если вы сами языком не владеете, это первый приоритет. Найти человека, который бы мог, он не только должен знать язык, он должен быть еще и эмпатом, да, то есть это достаточно сложно его найти, который бы умел вести переговоры, чувствовал бы собеседника и умел бы расположить его к себе. Как это сделать, как его найти? У меня всегда получается случайно, я не знаю. То есть какого-то такого степ-бай-степ метода не существует. Понятно, что можно размещать объявления там на порталах, которые можно искать среди друзей, можно каким-то образом в Фейсбуке, да, кого-то встретить. У меня таких было 3 человека, и все нашли случайно. Я подготовил компанию, у меня есть номер телефона, нашел человека, потестировал какие-то товары, то есть я уже понимаю, как Amazon работает, даже Нет, что... ты поменял. То есть ты протестировал товары сначала, да? То есть Мгм. у тебя, условно говоря, минимум 20 листингов, а лучше 100, на которых ты работаешь по онлайн-арбитражу, да? И ты видишь, вот
есть такой отчет специальный, да, и ты видишь, сколько ты продал товара за месяц. На первой строчке стоит товар, на котором написано там 800 штук. Да? Дальше идет там 650, дальше 14 и тому подобное. И ты выбираешь, естественно, 800. Ну вот. После чего ты идешь, гуглишь, ты там чудесным образом ты наконец выходишь, да, на поставщика. То есть поставщиков тоже может быть два, и тут есть тоже свои проблемы. Либо это крупный дистрибьютор, либо это владелец бренда. И если рассуждать, опять же, теоретически, как мы говорили с самого начала, то ты, естественно, думаешь, что у владельца бренда цены ниже. Но на самом деле это не всегда так. Потому что есть такие дистрибьюторы, которые покупают у владельца бренда такими объемами, что цены у них ниже, чем там у владельца бренда. Вот это предстоит тебе выяснить, где лучше. И после этого ты наконец-то звонишь и рассказываешь о том, что, ну, я об этом уже говорил, да, что у тебя есть вот сайт, там есть целых три возможных сайта, да, то есть один сайт визитка, один сайт твоего агентства, один сайт какой-то еще, я сейчас забыл, не вспомню. Вот, потом рассказываешь о том, что очень часто возникает требование, мы об этом тоже, наверное, еще будем говорить, по поводу brick and mortar магазин, то есть shop, вот, еще какие-то моменты, и ты должен как бы убедить того человека, который первый ответил на твой звонок, в том, что ты действительно солидный продавец, и у тебя есть большой опыт в этой области. Сразу скажу, что процент успеха – это 1%. То есть из 100 поставщиков один соглашается с тобой работать. Ну, в среднем, скажем так. Может быть, конечно, и Подожди, больше. тогда если процент от успеха открытия он низкий, тогда я бы начинал бы снизу этого листа, я бы открывал бы там товар, который там плохо продаются, чтобы набить руку, Ну, разговаривая с продавцом, чтобы мой шанс, значит, уговорить оптового поставщика повышался, пока я дойду до самого, ну, до самого продающего товара. если ты только начинаешь, то ты прав совершенно, да. Я не думал об этом, но твоя мысль, да, здравая. После того, как ты прошел первый вот этап, то, скорее всего, ты связался с секретарем, там, Алексей, и она тебя связывает с торговым представителем, это уже как бы большая победа твоя. И дальше твоя задача – это убедить, или вернее, подружиться с этим торговым представителем. По поводу объемов закупок очень часто, да, возникает вопрос, что надо покупать там, условно говоря, на 5 тысяч сразу. Это, в общем-то, неправда. Есть и по $300 можно купить, и 500. В этом как раз плане проблем нет. А еще ты мне рассказывал, по-моему, да, о том, что люди говорят, что вы купи, да, вот этот товар мы готовы тебе продать, но купи еще 10 других. А давай я Да, сейчас как раз такое? расскажу про свой опыт, который у меня был. Я занимался тоже онлайн-арбитражом и параллельно начинал как раз искать поставщиков вот Для опыта. да. И у меня была компания, то есть она до сих пор есть. У меня был ресел-сертификат. Заканчивается тем, что я начинал как-то очень долго переписываться, мне присылали какие-то договора в целом, то есть это у меня было по имейлу, я туда не звонил. И проходило там, допустим, 2 месяца. И потом мне наконец-то, окей, мы там заапрувили ваш аккаунт. При этом они у меня просили там какие-то рекомендательные письма с 3 там поставщиками другими, с которыми я работаю, да, чтобы там было что-то заполнено, номера телефонов, имена. Просили у меня, значит, бланк заполнить с номером карточки, дать авторизацию на списывание денег с этой карточки. И заканчивалось это тем, что они в итоге мне прислали прайс-лист, в котором цены были выше, чем на Амазоне. Я на это Мгм. смотрел, кидал просто на стол, думал, чем я занимался 2 этих месяца, и так у меня горела мотивация. Только потом ты мне рассказывал, что можно скидку просить. А вторая история – это про то, что был поставщик, он очень классно продавал какую-то кружку. Я ее в интернет-магазине в обычном по онлайн-арбитражу продавал. И этот поставщик, он продавал, ну, эту кружку спортивную, и при этом он говорил, да, мы будем вам ее, ну, то есть мы вам ее отгрузим, только вместе с этой кружки возьмите еще палатку, лопату и весло. Как бы, ну, то есть, типа, возьмите товаров из разных категорий. То есть, вот здесь посуда для спорта, вот тут, значит, палатки, сумки, а вот тут какие-то там весла, лопаты и еще что-то. Ну, то есть, зачем мне весло продавать на Амазоне, если мне нужна кружка? И тоже у меня не получалось с этим. Это плохой поставщик. По сути, он тебе не нужен. Да, конечно, ты уже 100 перебрал. И, наконец, ты открыл какого-то одного. Да, это счастье и радость.
И тебе уже просто жалко своих усилий, как ты говоришь, ты 2 месяца мучился, и поэтому ты соглашаешься иногда и идешь навстречу ему. Но на самом деле этого делать нельзя. То есть ты равноправный партнер, и ты платишь деньги. Вот что самое важное. Ты покупаешь у него, он заинтересован в тебе. У нас очень часто люди думают, что вот я так заинтересован в поставщике, это неправильный подход. Поставщик заинтересован в тебе. И мало того, вот среди тех документов, которые тебе присылали, наверняка был документ, где ты должен был расписать, насколько ты берешь отсрочку платежа. И какие-то там подтверждающие твоего финансовое состояние документы, что ты как бы не, ну, имеешь возможность заплатить потом через какое-то время. Да? Обычно мы, все мои коллеги, и я в том числе, мы платим сразу, наперед. Да? И это для Америки это просто откровение. Там никто так не покупает. Там все берут минимум на месяц, а то и на 3, и на 9. И если ты предлагаешь сразу кэш за всю партию товара, то это твое величайшее преимущество. А по поводу того, что ты писал, а не звонил, вот это была тоже очень большая ошибка. То есть написать первое письмо о том, что ты там хочешь покупать, да, но потом обязательно через 2 дня, если тебе не ответили, ты должен звонить, рассказывать, убеждать, плясать перед ними и все остальное делать. Если вам интересно, есть видео Виталия Гренца, он рассказывал, чем отличается онлайн-арбитраж от опта. В онлайн-арбитраже вы просто покупаете товар в интернет-магазине, а в опте вы с своим поставщиком пьете и ходите в баню. Вот. Да, но если ты живете в Америке. Совершенно верно. Это то, о чем я говорил, только, так сказать, на расстоянии видеозвонка, да, то есть можно с ним пить и ходить в баню, он свою, твой свою. Но это именно то, о чем я рассказывал. Хорошо. Вот, Виталий совершенно прав. Да, хорошо. Ну и еще очень неприятный момент – документы, подтверждающие покупку. Да? Когда ты работаешь с оптовиком, ты можешь попросить инвойс. Есть, конечно, и розничные магазины, где тебе выдают инвойс, но они крайне редко встречаются. Мало того, вот у меня есть такой магазин, где я покупаю компакт-диски, игры, там, видео всякие. Он церковный. Почему там игры и компакт-диски? Помимо тех, что там про Библию там, и все остальное, я не могу сказать. Но приходит еще, я делаю закупку, они мне присылают подтверждение, как обычно, на почту, тарам-папам. Я пишу, ребята, мне нужен инвойс. Ответ, какой инвойс? Мы же тебе прислали подтверждение покупки. Я говорю, да нет, инвойс, бумага, если написано инвойс. Только после второго или третьего напоминания, да, присылают инвойс, который прекрасно принимается Амазоном. Ну, понятно, что там нужно выделять там этим маркером все дела, писать осин, там все это тоже, это отдельная тема о том, какой именно инвойс, в каком виде надо присылать Амазону, чтобы он подтвердил. Но как бы из там, огромного количества поставщиков, которые у меня есть, розничных, да, это, по-моему, единственный розничный магазин, который присылает инвойс. В основном ты можешь получить чек. С этой точки зрения онлайн-арбитраж сложнее. Ничего с этим сделать нельзя. Ну, либо ты приезжаешь в Америку и, как Виталик, ходишь в баню, либо ты живешь в Украине и в баню не ходишь. А как с ценами быть тогда? Вот помнишь, я тебе рассказывал эту историю, что получил прайс-лист с ценами выше, чем на Амазоне? Ну, в идеале прайс-лист ты должен был получить в начале, а не, не через 2 месяца. То есть это первое, о чем ты должен просить То есть до заключения договора. до заключения договора, да. Я И понял. потом вести переговоры о цене, то есть ну, просить скидку, рассказывать о том, что ты, во-первых, платишь, как я уже говорил, сразу вперед кэшем, во-вторых, ты собираешься увеличивать объемы в огромной пропорции, там первая закупка у тебя $300, но вторая уже будет 15 тысяч. Просите эту скидку, потому что это совершенно распространенная, нормальная практика. То есть тебе дают первый прайс, который рассчитан, ну, извини меня, конечно, на лохов. А потом ты добиваешься тех цен, которые тебе нужны. И опять же, не нужно думать, что если ты не добился этих цен, то это все катастрофа. Значит, если ты не добился, значит, это либо мелкий дистрибьютор, либо непорядочный, которые потом тебе будут кидать. Таких историй очень большое количество. Ты покупаешь какую-то первую партию, потом наращиваешь закупки, и там, в процессе уже, когда у тебя расцвел бутон твоих ожиданий, выясняется, что товара у него нет. И он тебя кормит завтраками, и вот когда придет, тара-та-та, то есть
Вот эти все моменты надо просекать и отсекать таких поставщиков. Они не нужны. Я, допустим, звоню поставщику и говорю, я хочу продавать. Один из моих каналов – это Amazon. Мгм. И они говорят, ну, знаете, у нас так есть 10 продавцов, нам 11 не нужен. Я понимаю их, потому что для них выручка на Амазоне не увеличится, правильно? Мгм. А работы станет ну, то есть не 10 продавцов обслуживать, а 11, то есть там на 10% больше, а средний чек на Мгм. 10% меньше. То есть зачем это им нужно? Как убеждать? Прежде всего, ты должен согласиться. Сказать, что да, ребята, я вас хорошо понимаю, действительно, 10 продавцов, 11 уже нафиг не нужно. Но потом ты говоришь «но». И начинаешь разбирать. Особенно, если ты знаешь, кто конкретно, да, является кем там, покупателями у этого поставщика, да, на Амазоне. Мгм. И ты тогда просто анализируешь их позиции и смотришь, сколько они продают, дают ли они рекламу, каким образом они осуществляют там продвижение, оптимизируют ли они листинги с помощью там SEO-алгоритмов и так далее и тому подобное. То есть ты должен работать как маркетинговое агентство. И проанализировав всю эту ерунду, ты потом добавляешь то, что ты можешь сделать, да, вот по сравнению с теми людьми, которые уже работают с этим товаром, и убеждаешь. Какие еще возражения там бывают? То есть brick and mortar, да, просят? Да. А, Ну, тоже это очень сложный вопрос для нас, для тех, кто торгует из-за рубежа. Это единственный способ это с кем-то партнериться и покупать якобы на тот магазин, но обманывать, опять же, ну, не очень хорошо. Да? То есть я обычно выбираю тех поставщиков, которые не требуют магазина. То есть можно сделать виртуальный магазин, да, сейчас столько всякого софта, положить товар на полку и, там, и с кем-то действительно запартнериться и тоже как бы закупаться пополам. Но обычно я, как бы, если такое требование возникает, я ухожу. я часто видел поставщиков, вот они присылают договор, и там прям явно написано не для продажи на eBay, не для продажи на Amazon. Как бы ты же вроде бы не придешь, не скажешь, я вот продавец на Amazon, хочу с вами работать сразу, да, то Нет, есть именно так и надо делать. так и Да, нужно делать, да? да. И нужно убеждать их, то есть показывать те листинги, которые у тебя уже есть, Мгм. показывать, сколько ты продаешь, показывать объемы, которые ты тратишь на рекламу, рассказывать о том, насколько ты хорош в продвижении товара. То есть убеждать их в том, что ты отличаешься от всех остальных. Ты, получается, приходишь уже с готовым товаром, говоришь, я вот этот товар покупаю в Да, магазине, хочу у вас, я понял, в чем... да, именно так. Да, ясно. Я сразу говорю, что вот, смотрите, вот ваш товар, и я готов его закупить на $1500 прямо сейчас. Вот дайте реквизиты, я заплачу. Это Мгм. подкупает. Я понял. Просто, знаешь, я там занимался, допустим, продавал настольные игры, да, и приходил в кошачья корма, да, допустим, Мгм. и как бы и мне нечем было. Да, это как бы да. У тебя не было аргументов. Да, я понимаю, теперь понятно. А вот скажи, ты говоришь, вы крутите рекламу. А насколько я понимаю, ну, я сейчас я не продаю с момента, как я начал делать софт. Да, И давно ты не продаешь. может быть, что-то поменялось. И скажи, я помню, что раньше было нельзя крутить рекламу, если у тебя нет байбокса. Да, так и Но есть. можно было настроить рекламу, и она останавливалась, когда у тебя байбокс пропадал. Да, так и есть. И Так и получается, есть. сейчас... Ну, я тебе сейчас раскрою очень большой секрет мой, да. То есть Мгм. я стремлюсь выбрать те листинги, на которых отсутствуют вообще FBA-продавцы. Они есть. Да, их не так много, как всех остальных, но они есть. И когда я туда попадаю, я мгновенно становлюсь байбокс просто потому, что я FBA. И у тебя есть зазор по цене, то есть ты можешь Да. цену выше Да, я смогу поставить. стану поставить, могу цену выше, да. Такие товары, которых обычно нет в FBA продавцов, они же обычно очень часто оверсайз. Нет, никогда я не этим. Не пользовался и не баловался, потому что это, ну, это и так сейчас фи Амазона настолько высоки, что если еще и увеличивать их за счет того, что у тебя товар будет девать, то это, мне кажется, не очень умным. Ты говорил, что можно просить о скидке до 25%. Для меня это Да, вообще было откровением. это на первом этапе, Да. да? Прям То есть, сразу. потому что это прям сразу, да, это то, что заложено в этих ценах. Как ты приходишь, ну вот говоришь, привет, я продавец на Амазоне, вот уже продаю ваш товар, да, вот у Но меня... обычно я пишу об этом.
Пишу об этом в письме, потом перезваниваю. Я слышал такую историю от опытных продавцов, которые оптом занимаются, что они просто приходят к поставщику и говорят: мы знаем, что вы продаете этот товар, мы знаем, что у вас есть там какой-то прайс-лист, но мы хотим этот товар в таком-то объеме по такой-то цене. То есть они сами цену называют изначально, по которой им выгодно. Да. Когда занимался дропом, то почему-то не было принято это. А ведь на eBay, да, откуда мы дропили в основном, там есть специальная даже кнопка, типа, попросить о скидке. Я не знаю, может 1%, а может и вообще никто этим не пользовался. Сейчас, когда я покупаю на eBay, то я опять же с этого начинаю. Я говорю, что вот, смотри, у меня столько всего, я такой могучий и опытный, у меня столько денег, но твоя штука дорогая. И люди соглашаются буквально тут же. Мгм. То же самое происходит и там, в Америке, у поставщиков. Вы оптом покупаете именно, ну, карточкой оплачиваете, да, все равно? Да, обычно карточкой. Хорошо, А как еще можно? как? Со счета на счет? Я гонял со счета на счет. Я даже отправлял чек. При этом, например, что я не мог А для физически, чего, Олег? просили, потому что они говорили: вот если вы платите карточкой, у нас какой-то фи было типа $30. И, ну, как бы давайте нам платежом. Я Мгм. не знаю Ну, тоже не почему. проблема, не Да. знаю. То есть, ну, там с пионером, конечно, чуть-чуть сложновато, потому что там нужно заполнять все вот эти вот Мгм. телефоны, адреса, почты, все такое. Ну, вполне реально. Слушай, а я открыл себе American Express. Ага, круто. А как ты открыл? Как я открыл? У меня был ITIN номер, уже ITIN Мгм. номер, и у меня был уже счет в американском банке, насколько я помню. Ну, на тот момент Мгм. он был. То есть у меня был адрес моего друга в США, и мне Валентин Федоренко прислал рефералочку. Мгм. Говорит: вот карточка, вот ссылка там на американскую карточку. Я по этой рефералочке, по-моему, перешел и заполнил форму. У меня спросили мой ITIN номер. Мгм. Точнее, они Social Security спрашивают, но я ввел Ну свой да, для ITIN. иностранца это один. Да, и, возможно, Да. он даже не прошел, потому что часто он не проходит. И я указал адрес американский моего друга, мой номер американский телефона, и, значит, Ну, отправил короче, заявку. обманул людей. По-моему, вечером мне звонок. Ну, значит, я Мгм. поднимаю трубку, говорят: ну, вы Олег, там такой-то, да, такой-то. Ну, это American Express, значит, нам нужно верифицировать некоторые данные. Какой ваш Мгм. CRM? Ну, то есть последние там цифры, такой-то. А какой адрес? Такой-то, такой-то. При этом я им, по-моему, справку, ну, выписку, может быть, с другого банка давал, а может быть, не давал, даже не знаю. Ну, наверное, давал. Мгм. 100% я туда загружал какие-то там паспортные данные. Вот у меня был белорусский паспорт. И мне говорят: значит, поздравляем, вам оформлена кредитная карточка. Причем я Вот. сразу их две получил. Одну на бизнес, другую личную. Не помню, в каком порядке. Так вот, на личную карточку мне дали вообще без каких-то вопросов кредита на $10 000. Мгм. А на бизнесовую, по-моему, на 5, но сейчас потом его подняли там до 10, потом до Мгм. 20, до 100, там что такое. Сейчас у меня, по-моему, $100 000 Мгм. кредитный Это лимит по круто. карточке, Это да. круто. Самый важный момент. Вот о чем я забыл сказать. Я, будучи в Америке, я же себе кредитную историю сделал. Понятно. Да, это Вот. самое главное. Поэтому и 100 000, да. Да, да. И я как я сделал? Я, будучи в Америке, пришел в Wells Fargo банк и положил $300 на так называемый Secured Credit Card. Мгм. То есть там мои $300 взяли как залог и выдали мне кредитную карточку на $300. И я с нее там оплачивал в месяц какие-то платежи. Мгм. И потом пополнял, да? Да. И у меня кредитной истории не было до момента, как я не получил ITIN. И вот как он появился, вот как-то она внезапно у меня через какое-то время появилась. Мгм. И вот. Ну, молодец, ты все правильно сделал, но, к сожалению, огромное количество людей, которые нас с тобой слушают или будут слушать, они не могут такого себе позволить. Они находятся здесь, в Америку, для них поехать тяжело. И еще раз повторяю, что для тех, кто только начинает, это практически нереально. Я тоже пользовался карточкой, мне кредитной, да, то есть у Амазона есть своя, Ситибанков Мгм. совместная, я скорее ее делал, ну, я не сам делал, мне сын сделал на свое имя и дал мне возможность пользоваться ей. С моей точки зрения, очень неудобно, потому что кредитный лимит у меня там что-то 7,5 тысяч, как бы бизнес на эту сумму вести нельзя, а положить что-то на эту карточку невозможно.
потому что как только ты туда дополняешь, там с тебя берут какой-то штраф ежедневный, чуть ли не 15% каждый день. Поэтому я решил туда ничего не добавлять, и сейчас этой карточкой практически не пользуюсь. Почему я про карточку спросил? Потому что часто на карточках кэшбэк есть. Да, но кэшбэк есть и без карточек, то есть это не проблема. Кратко о том, что мы сегодня рассказали. Можешь пробежаться? Нет, не могу. Слишком много всего было. Давай ты подведешь итог Хорошо. потом. Значит, я сейчас подведу вот ребята. Значит, Ну, давай. о чем мы говорили? Значит, чтобы пойти в опт, изначально нужно заняться онлайн-арбитражами и понять, что такое Amazon. Найти товары, которые продаются, и уже с вашими продающимися товарами, вот именно с теми товарами, которые уже продаются, искать поставщиков. Но для того, чтобы вам искать поставщиков, идеально, чтобы у вас была фирма, счет в Mercury, в Wise или в американском банке, американский номер телефона, обязательно английский язык и главное терпение. Потому что не все так быстро, и, скорее всего, вы потратите много времени на открытие первых поставщиков. После того, как вы нашли поставщиков, вы пишете письмо, если вам на него не отвечают, вы начинаете звонить и рассказывать, какой вы хороший, как вы хорошо продаете их товар уже на Амазоне, и начинаете объяснять, почему им с вами нужно работать. Например, вы дополнительно крутите рекламу, вы улучшаете листинг, вы там лучше себя чувствуете, чем другие продавцы этого товара на Амазоне, и вы будете там основным продавцом, допустим, да? И главное, налаживать отношения. Если вас поставщик каким-то образом закручивает, и он вам не подходит, не нравится, бросайте это дело и ищите другого. Вы им нужнее, чем они вам. О, вот это очень важное замечание. Можно я сделаю Конечно. несколько ремарок? Во-первых, мы пришли к выводу, что оптимальным вариантом является бизнес-пионер, а вовсе не Wise, Mercury, потому что Wise через раз открывается, а Mercury через 10 раз на 11. Не говоря уже о банке американском. А в конце я хочу сказать, что если кто-то не испугался и хотел бы все-таки начать заниматься оптом, есть у меня целая структура, возглавляемая очень опытным продавцом, который этому делу учит. Притом там есть 3 раздела. То есть для начинающих, у кого есть 15 тысяч, для тех, кто уже продвинутый пользователь, да, начиная от 25 до 40, и для тех, у кого за сотню, это уже совсем как бы профессионалы. Мы очень давно уже его ведем, лет 5, наверное, и мы убедились в том, что не столько важно как бы вот эти вот шаги традиционные осветить, сколько подводные камни. Потому что, вот скажи, ты слышал или не слышал, кто из тех, кто начинает, делает прогноз кэшфлоу? Вообще никого не слышал. Вообще никого. Один И вот человек, с которым я абсолютно. разговаривал, говорит, что у меня с деньгами все хорошо. Почему? Говорит, а я их жене делегировал, и Ага. жена этим занимается. Это важнейший фактор, важнейший, потому что люди думают, что 15 тысяч – это огромное количество денег. Бабахнули их, и все, возврата нет, у тебя кассовый разрыв, ты ничего покупать не можешь, сидишь как старуха над разбитым корытом. И это только один из моментов, а таких моментов масса. И вот человек, который ведет у меня это направление, он съел собаку на этом. Он настолько крутой специалист в этой области. У людей опускаются руки, потому что он столько им рассказывает, чего может случиться и чего надо избежать, но понятно, что как бы он не мотивирует, но таким образом он защищает твои деньги. И я считаю, что это гораздо важнее. Последнее, что хочу сказать. Несмотря на то, что дроп якобы умер, он все-таки в каком-то моменте существует. И я как раз сейчас занят тем, что нарабатываю вот эту вот тропинку по минному полю. Как сделать так, чтобы люди, которые только начинают торговать на Амазоне, имели возможность, не затрачивая деньги на закупку товара, начать торговать. И если кому-то это интересно, особенно новичкам, приходите, недорого возьму. Ссылка в описании. Ссылка на кого? На меня? На тебя, да, на тебя, на твой сайт, как с тобой связаться. Спасибо, что уделил время. Я думаю, ну, мне было очень интересно. Я думаю, ребятам, которые нас слушают, тоже это классно. Спасибо, что досмотрели, если вы досмотрели, конечно, до конца. Если вам было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Я в комментарии приглашу Игоря, он ответит на ваши вопросы, на которые сможет. Задавайте, там место в комментариях не ограничено. И самое главное, бонус за самый интересный комментарий, месяц бесплатного использования Seller Assistant App,
автора самого интересного комментария выберет Игорь через неделю. До новых встреч. Отлично. Пока-пока. Пока.